Блин, а что это? Это шаблон арки, который я сейчас повезу в коммунар и который будут вырезать. Ой-ой-ой, она не маленькая. Тын-тын, тын-тын, тын-тын. Вот моя нога. Прохожу так мимо собора и вдруг думаю, а ведь туда тоже, ну, архитектор как-то построил этот большой собор. Может быть, шел так же. Чертеж там. Блин, какая милота. И архитектура Витебского вокзала — это такой прям модерн петербургский, обалденный, крутой и эклектичный. Ну вы же тоже балдеете, как я. Я. И вокзал с утра. Это моя путешественническая жизнь и ее уровень счастья. Кто-то скачет в пути прям ударными темпами. Ай-яй-яй, и пришла сюда первый сегмент арки, которая будет здесь. Ну, соответственно, она будет такая же здесь и такая же здесь, там, где начинаются царские врата и алтарь. И это мне нравится. Ну, это черновой. У него там есть вопросики, его еще нужно будет переделать, но это черновая штука. Вот тут будет вот такая история немножко с резьбой. Я потом расскажу, зачем она мне и почему нужна. Ну, блин, мне нравится. Мне нравится. И это соразмерно и адекватно помещению. Я вот тут стою и ощущаю, блин, это круто. Как я это все люблю. И еще не проговорил, арка трехциркульная, она составляется радиусом здесь и большим радиусом здесь. И строится по-разному. Блин, я так заморочился, она очень по-разному строится. И это прям интересная история. Я чуть не посидел, когда понял, как строится эта арка. Прочитал кучу итальянских мануалов. Ну, блин, тут еще нужно доработать, потому что, ну, есть некоторые моменты, есть, нужно их очень тщательно отработать. И немножко впечатление от арки, если мы заходим, вот здесь будет тоже процитирована арка, как она идет вон там, вот здесь тоже будет световой, ну, оконный проем. Она будет, вот это пространство мы тоже бережем, и оно работает в общей структуре храма. И вот так я ее вижу, она очень легкая получается, очень легкая, но работает очень хорошо. Я боялся, будет ли она тяжелая, но все окей. Вот так она будет. И сюда, все супер, блин, я очень рад. И немножко напомню, как эта вся история выглядит снаружи. Вот, ну, снаружи все, в общем, пока еще по-старому. Вот отсюда из модельонов уйдет нижний зубец. Он там вообще странно, почему появился. Ну, короче, он не должен быть там, и его тут не будет. Это вот наши русты, которые дают колонную историю. Вот уже теплится, там свет такой мягкий, теплый. Интересно еще, что можно будет придумать. Этот камень руста, он будет заходить сюда, вниз, и будет акцентом. Все это хорошо работает. Вот здесь тоже все окей. Немножко там есть теперь проблемы, потому что, ладно, это все решится. Это пробная была штука, она решится. И сейчас с другой стороны покажу, что происходит с цветом. Вот будет близкая к этому история. Это будет как типичный классичный домик петербургский. В общем, вот так двигается эта история. Я
прям счастлив, да. И вот купол, который пойдет потом. Тын-тын-тын. Вон туда. И сейчас я немного еще проговорю логику, которую я ищу в пространстве интерьера на примере 3D-модели и на примере скетча, который я отрабатываю. Чего я добиваюсь? Я добиваюсь ритмичного и гармоничного построения пространства. Эта история мне дает вот этот ряд колонн с теми арками, которые вы видели в начале вот этих сториз. И то, как работают вот эти пространства. Там, где у меня есть окна, в интерьере, там же будут отцитированы с другой стороны такие иконостасы. Практически такой же формы, как и окна. И вот здесь будут подсвечники, тут будет вытяжка, и я долго парился с тем, каким образом можно вот этот вот козырек, который работает как воздухосборник, как вентиляция, как он может работать с вот этим ритмом колонны. Это была очень большая проблема, но я наконец-то врубился. Если я вот колонны с тем изгибом, который теперь есть, цитирую на козырек иконостаса, там, где происходит воздухозабор, я получаю ровно такой же изгиб у козырька, такой же изгиб и у этой колонны. То есть вот это мне никоим образом не портит ритм всей этой истории, а наоборот поддерживает и добавляет. Если мы посмотрим на модель, то вот здесь я еще не срезал, но это будет вот так срезано, так же, как идут срезы у колонны. И все нормально сходится, слава богу. Там будет иконостас. Нет, там будут царские врата, и на них будет процитировано световое окно, так же, как идут и вот эти вот арочки. Контейнер 40-футовый морской. И это была очень интересная задача, для того, чтобы его, такое странное пространство, превратить в гармоничное. Все вот это вот идет таким образом. История, она продолжается туда, то есть я не убираю от пространства храма никоим образом ничего. И то же самое происходит в обратную сторону. Так, куда улетела моя 3D-модель? В пространство, и вся эта система вот таким образом работает. И она работает с вот этим ритмом, которым арки делят мое депрессивное пространство, ну, потому что это изначально вагончик, не вагончик. Сейчас я прилечу. То же самое происходит и ай-яй-яй. В обратную сторону. В сторону входа. Ну, то есть, думая про пространство храма, я холодным входом и алтарем не отнимаю пространство, а наоборот оставляю его. То есть человек, который находится здесь, он видит, что там есть пространство, и за алтарем есть. Вроде получается, и это прям огонь.